Побережье Азовского моря, полеты истребителей, взрывы снарядов. Украина проводит масштабные учения, в том числе при участии высшего военно-политического руководства. Наголошую, що це робиться не для піару, робиться не для того, щоб когось залякати. Це сьогодні буденна робота побудови обороноздатності нашої держави. Обороноздатності в тому числі і щодо надання відсічі в випадку морської агресії. Придется ли применить силы в реальном бою? Ситуация в Азове обострилась, когда был построен Керченский мост. Затем пограничная служба ФСБ России начала останавливать и досматривать суда, идущие в Бердянск и Мариуполь. Причина якобы в том, что Украина задержала российское судно «Норд» за нарушение режима посещения оккупированной территории Крыма. Проверка и на входе, и на выходе в Керченский пролив занимает около 2 часов. А вот простаивать в ее ожидании приходится от 1 до 10 дней. Ну, судно такое может стоить порядка 20-тысячное, да, от 15 тысяч долларов в сутки его, простой. То есть вот неделю постоял, 100 тысяч долларов. Это кто-то должен заплатить. Порт уже потерял большие контракты с Юго-Восточной Азией и США. Из-за высоты Керченского моста не все суда теперь могут попасть в Мариуполь. Да, для нас это существенно. Если брать, перевести это в денежный эквивалент, да, сколько мы потеряли, это порядка, наверное, 250-300 миллионов гривен в год. В порту надеются на мирное урегулирование ситуации. Военных путей мы точно не видим. Войну здесь, с учетом боевых действий, усложнения, я не думаю, что тут это каким-то образом решит проблему. Наверное, все-таки дипломатия, санкции, да. Но России не до дипломатии. Кремль усиливает военное присутствие в Азове новыми кораблями. Да, вы в шаге от войны в Азовском море. Если Россия увидит возможность получить что-либо, они за это возьмутся. Почему я это знаю? Посмотрите на все, что они делают. Проводят учения, тратят кучу денег, увеличивают оборонный бюджет, изымая деньги из образовательной, социальной сферы и здравоохранения. Вы не станете этого делать, если только вы не настроены всерьез. В ответ Украина активизировалась на международной арене. Европейский парламент 25 октября принял резолюцию с указанием на нарушение России. Ситуацию в Азовском море также обсудили на внеочередной сессии ООН. Но действиями на дипломатическом поле боя Украина не ограничилась. Было объявлено о создании базы военно-морских сил. Ми в подальшому будемо наращувати свою присутність і на Азовській морській операційній зоні і побачити наступні наші кроки. Поки що я не можу все коментувати. Пока для усиления своего присутствия Киев направил в Азовское море 2 корабля вспомогательного флота. Скептически оценивает военные усилия Киева представитель Украины в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук. Ой, там до військово-морської присутності ще дуже далеко. Он считает, что создавать базу в Азове нужно было еще 3 года назад, а вот в необходимости разрыва двусторонних договоров между Киевом и Москвой не уверен. Действие Большого договора о дружбе и сотрудничестве между странами украинская сторона уже решила не продлевать. Судьба отдельного договора об Азовском море и Керченском проливе под вопросом. Але виникає питання, призупинивши дію договору, якщо ми зараз ще призупинимо договір по Азовському морю і про державному кордону. Хорошо, що далі? Однозначного ответа на этот вопрос у украинских парламентариев нет. Відповідно до останнього рішення РНБО, яке було по Азовському морю, по критичній ситуації, по безпековій, там є доручення Міністерства закордонних справ надати для РНБО пояснення щодо доцільності денонсації цих договорів, як це захищає наші інтереси. Если Украина решит разорвать договор, реакцию России сложно предугадать. Пока пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что какой-либо позиции о возможности изменения его условий в Кремле нет. В украинском МИД считают, что разрыв договора может привести к новому территориальному спору относительно определения государственных границ по Азовскому морю. Ми можемо отримати новий територіальний спір з Російською Федерацією щодо делімітації Азовського моря.
Если Украина все же расторгнет договор, то неизвестно, как это отразится на судебных разбирательствах в Международном суде ООН по морскому праву, куда Киев уже подал иск к России. В МИД заявили, что рассмотрение иска по сути может состояться летом 2019 года, ведь Кремль уже подал возражение относительно юрисдикции трибунала. Цей трибунал відповів, що в зв'язку з тим, що Росія подала заперечення на те, щоб українська скарга розглядалась цим трибуналом, то трибунал, згідно його статуту, він має спочатку розглянути заперечення. В ответ на запрос в МИД Украины сообщили. Згідно з наказом суду, Україна має подати на розгляд ООН свою письмову позицію щодо попередніх зауважень Російської Федерації у строк до 14 січня 2019 року, після чого суд проведе усні слухання з цього приводу та винесе своє рішення. Действия Украины, как военные, так и дипломатические, пока не принесли ощутимого эффекта. В Мининфраструктуры продолжают ежедневно подсчитывать убытки. В правительстве надеется, что агрессия в Азовском море может привести к новым санкциям и усилению военной помощи Украине.